Молитвы о Сионе, которые веками звучали в синагогах по всему миру, долго оставались лишь словами, но однажды слова обрели форму шагов. Первые переселенцы прибыли в Палестину, вдохновленные мечтой о возвращении. Они основали первые поселения – Ришон-ле-Цион, Зихрон-Яков, Рош-Пина, сажали виноградники, осушали болота, боролись с малярией. Однако это движение еще не стало массовым. Скорее, это было началом пути, чем переломным моментом истории. Большая часть новых поселенцев были религиозными. Их целью было не создание государства, а стремление жить ближе к святыням. Поселения существовали благодаря финансированию барона Ротшильда, без которого многие из них оказались бы обречены на исчезновение. Волна насилия, охватившая юг России после убийства Александра II, достигла своего пика в Кишиневе. Однако подобные трагедии вновь и вновь повторялись по всей империи. Многим стало ясно – никакого будущего здесь нет. Одни отправлялись в Америку, другие же выбирали Палестину. Они не знали, что их там ждет, но был шанс. Была идея – если не мы, то кто? С этим внутренним вопросом эти молодые мужчины и женщины покидали университеты, семьи и привычный уклад жизни. Их путь лежал на землю, где все еще бушевала малярия, а работа на полях велась вручную. Они отправлялись в Палестину не как паломники, а как земледельцы, как строители, как упрямые идеалисты. Их язык был языком свободы. Они не желали растворяться в чужой культуре, не были готовы променять безопасность на забвение памяти. Их цель – свобода, которую они выстраивали собственными руками. Именно тогда зарождаются первые кибуцы – общины, где общими были все – имущество, столовая, труд и забота о детях. Это не просто эксперимент, а попытка вырастить нового человека – свободного, ответственного, трудоспособного и готового защищать свое.